Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим очень вкусный торт Везувий. Готовится он не совсем обычно, но просто. Такой торт сможет приготовить каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем бисквит. В миску разбиваем 4 яйца. Начинаем взбивать и постепенно насыпаем 180 грамм сахара. Взбиваем яйца с сахаром до плотной пены, примерно 3 минуты. Во взбитые яйца наливаем 2 столовые ложки растительного масла. Все перемешиваем. В сито насыпаем 120 грамм муки, 25 грамм какао, 10 грамм разрыхлителя для теста. Все просеиваем во взбитые яйца в 2 подхода, каждый раз хорошо перемешивая миксером. Также на моем канале есть и другие рецепты тортов, смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Приготовленное тесто выливаем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Диаметр формы 26 см. Тесто распределяем по дну формы. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, выпекаем бисквит примерно 35 минут. Готовим сироп для пропитки бисквита. В миску наливаем полстакана воды и насыпаем полстакана сахара. Ставим на огонь. Сироп доводим до кипения, кипятим 1 минуту и снимаем с огня. Сиропу даем остыть. Готовим крем для торта. В миску наливаем 1 литр молока. Насыпаем 110 грамм муки и 1,5 столовых ложки крахмала, 170 грамм сахара и разбиваем 1 яйцо. Все сразу же перемешиваем венчиком, чтобы не образовались комочки. Ставим на огонь. Варим крем на среднем огне, постоянно перемешивая. Обратите внимание, что очень важно постоянно перемешивать крем в процессе варки, иначе он пригорит ко дну. Когда крем загустеет и закипит, снимаем его с огня. Сразу же в крем добавляем 50 грамм сливочного масла и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем. Сюда же в крем насыпаем 150 грамм кокосовой стружки и опять перемешиваем до однородности. Крем готов. Бисквит уже остыл. Вынимаем его из формы. Разрезаем бисквит на 2 примерно одинаковых коржа. С верхнего коржа снимаем запеченную корочку. Миску, в которой будем складывать торт, обтягиваем пищевой пленкой. В миску аккуратно кладем один из бисквитных коржей, я кладу то, что потоньше. Часть бисквита, который не помещается, аккуратно срезаем ножом. Бисквит обильно пропитываем сахарным сиропом. Выливаем еще горячий приготовленный крем. Сверху кладем второй бисквит. Вырезаем его по форме миски. Верхний бисквит тоже пропитываем сахарным сиропом. Торт накрываем пленкой и ставим в холодильник настаиваться на 4 часа, а лучше на ночь. Торт застыл, раскрываем пленку. Накрываем миску блюдом, на котором будем подавать его на стол. И переворачиваем миску с тортом. В сухую миску наливаем 150 мл холодных сливок жирностью не менее 30%. Сюда же насыпаем 1 пакетик загустителя для сливок. Начинаем взбивать сливки и постепенно насыпаем 1 столовую ложку сахара. Взбиваем сливки, пока они не загустеют. Приготовленными сливками обмазываем торт. Сначала наносим тонкий черновой слой, чтобы прибить крошки, а затем наносим оставшийся крем. Обрезки, которые остались от бисквита, ломаем и кладем в измельчитель. Все измельчаем в крошку. Подготовленной бисквитной крошкой украшаем торт сверху. Торт готов, можно подавать на стол. Торт Везувий получился очень вкусным и красивым. В нем прекрасно сочетается нежный заварной крем с кокосовой стружкой и шоколадный бисквит. Готовится торт совсем несложно, так что с его приготовлением справятся даже начинающие кулинары. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно.
Если вам понравился рецепт этого торта, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.